Бег для меня это не просто вид спорта, не просто увлечение. Наверное, уже образ жизни. Попробовав однажды пробежать в горах, уже сложно бегать просто по асфальту. Главная моя мотивация в этом виде спорта – это именно природа. И хочется просто бежать и постоянно, бесконечно наслаждаться этими пейзажами. Когда ты много лет занимаешься спортом, тебе уже сложно представить свою жизнь без каких-то новых целей, задач, но этот год все перевернул с ног на голову, отменялись все соревнования, мы не могли выходить какое-то время тренироваться даже на улицу. Но я сторонник ставить всегда долгосрочные цели и понимал, что несмотря ни на какие ограничения, нужно тренироваться, находить мотивацию, выходить на каждую тренировку, потому что каждая тренировка делает нас сильнее. Но все равно хотелось в этом году, помимо того, что просто тренироваться, придумать что-то такое интересное, что будет мотивировать, потому что даже для самой главной цели, которая будет, например, через несколько лет, должны быть какие-то промежуточные цели, так намного проще двигаться дальше и прогрессировать. И сразу же мы сели с Катей обсудить, что же можно такое интересное придумать. Возникла мысль: у нас есть невероятно красивая гора Эльбрус, которая притягивает множество туристов, и все ходят наверх. А почему бы не пробежать вокруг этой горы? Потому что Эльбрус настолько своеобразен, что, например, там с восточной части он совсем другие пейзажи, там с западной совсем другие, и когда ты пробегаешь полностью эту петлю вокруг, конечно, просто невероятное разнообразие, но просто пробежать это, конечно же, круто, но хотелось установить рекорд. И здесь еще возникла одна мысль. В рамках Adidas Elbrus World Race, гонки, которая уже на протяжении 7, кажется, лет проходит, есть гонка 112 километров. Это не полное кольцо Эльбруса. Это единственный старт, который не удавалось мне пробежать, потому что все гонки я бегал, там, начиная от 32 километров, и в разные годы у меня были рекорды трасс. А этот старт никак не удавалось бегать, потому что он проходит в начале августа, а в конце августа у меня были всегда очень важные старты в Европе, и все вот никак. И здесь, конечно же, сразу такая мысль, можно сказать, авантюра: установить рекорд на 112 километров, а потом еще добежать 30 километров и установить рекорд полного кольца. То есть 2 рекорда сразу за один день. Нужно было подумать, в какое же время это все сделать. И в этом году гонка Adidas Elbrus World Race была отменена, как и множество других стартов, и мы решили символично делать в те же даты. 2 августа я должен был стартовать, но, к сожалению, не все складывается так, как хочется, и до последнего момента подготовка, все проходило хорошо, но за неделю до старта я очень сильно отравился, и тогда здесь, конечно же, мысли, что проект не состоится, и когда, например, ты травмируешься или еще что происходит перед гонкой, это одно дело, ты не вышел на старт и гонка состоялась, а здесь проект, когда уже столько сил в это вложено, и если он не состоится, все поставлено только на тебя. Я очень сильно переживал, было очень плохое состояние, у меня была температура, сильная диарея, я не понимал, почему же так, вот в такой самый неподходящий момент такое происходит, и я могу подвести столько людей. Но, к счастью, нам удалось на один день перенести проект, и я смог быстро восстановиться, буквально там 1-2 дня у меня была температура. Подготовка к этому проекту, несмотря на то, что в этом году были отменены старты, она была достаточно качественной, потому что я уже говорил, что я всегда готовлюсь к стартам, которые у меня будут там через 2-3 года. То есть у меня есть основная цель, там Ультра Трейл де Монблан, это самая топовая гонка в мире для трейл-раннеров, и выиграть этот старт все-таки когда-то в будущем. И я готовился, я понимал, что с каждым годом я прогрессирую. В этом году я нахожусь в одной из лучших форм, и мой тренировочный процесс был, например, ничем не отличался от того, если бы у меня было много стартов, например, в этом году. Я понимал, что для этого проекта, неважно в какой форме нахожусь, даже если я буду в лучшей форме, нужно приехать заранее, акклиматизироваться, потому что акклиматизация на таких высотах, проект проходил старт на высоте 2400 метров, низшая точка Хурзук 1800, и самая высокая точка 3450 была, перевал Балкбаши, то есть это уже серьезные высоты, и мы для этого приехали сюда за 2 недели, а в идеале вообще приезжать за 3 недели. И вот когда мы приехали за 2 недели, я понимал, что акклиматизация достаточно тяжело проходит. Я гулял за все время акклиматизации, всего 1 раз поднялся там на 3500, потому что я считаю, что не очень правильно для таких гонок, которые проходят на высотах, это не восхождение, а постоянно несколько подъемов и спусков.
и не нужно насиловать свой организм, нужно, чтобы он адаптировался к средней высоте гонки, и нужно жить на высоте, где организм нормально переносит, то есть до 2500 метров в данной ситуации, и всего там несколько тренировок подниматься выше 3000 метров, а основную часть тренировок делать вот как раз до 3000 метров, что я и делал, но понимал, что акклиматизация затягивается, потому что очень давно не были в горах, потому что обычно, в обычные годы гонки все проходят в высокогорье, и ты просто там находишься в каком-то месте, там 2 недели живешь перед стартом, потом на неделю спустился, и организм настолько к высоте адаптируется, а здесь, я не знаю, практически там 8 месяцев мы уже не были на высоте, и для меня это такой своеобразный был опыт, потому что в предыдущие годы это все постоянно, ты в горы, с гор, а здесь постоянно там на уровне моря это время, и организм прям такой стресс почувствовал, и я боялся, что мне не хватит этих 2 недель, но, к счастью, грамотная акклиматизация, вот без лишних восхождений на супер какие-то высоты помогла мне все-таки хорошо акклиматизироваться и достаточно хорошо чувствовать себя перед стартом. Но чтобы реализовать этот проект, мало было, например, одной подготовки или желания это сделать. Нужна была настоящая сильная команда, которая организует переправу, организует пункты питания, просто будет поддерживать на трассе. Привет, я Антон. Вот я приехал специально сюда, чтобы помочь Диме Митяеву пробежать его 140 километров. Сломал палец. Правда, у нас была идея, что Дима как бы откусит мой палец на пункте питания, и потом буду показывать вот так, что такая еда была у него. Вот, не знаю, я не первый раз здесь в горах. Здесь чудовищно красиво, вот, и будет чудовищно круто завтра. И не знаю, вот у нас все ребята, которые сюда приехали помогать, у нас какая-то банда такая сформировалась. Вот, мы все распределили роли, кто что делает, кто куда бежит, кто где снимает. Вот, и мне кажется, что, не знаю, может быть, мы больше волнуемся, чем Дима. Узнал о проекте Дмитрия Митяева, мега крутом в При-Эльбрусе, и не задумываясь, приехал сюда, вызвался на помощь. Тренер сказал, надо, значит надо. Вот. Завтра ему предстоит невероятно крутой, долгий маршрут, 140 километров. Вот. Хочу пожелать ему удачи. Вот. А все, что от нас зависит, мы попытаемся выполнить на 100%. Было чуть меньше, начало наполняться. Через час оно может расшириться там до 5-6 метров. А к вечеру здесь вообще просто огромная река. Прекрасная погода и замечательный проект, которому я очень рад помочь. Я вот в период подготовки, непосредственно перед стартом, желаю пробежать, Диме желаю пробежать хорошо, с удовольствием и, конечно же, на рекорд. А мы будем его ждать. Удачи! Надеюсь, что все получится, и мы сможем все насладиться и будем заряжены на такой какой-то азарт и драйв, потому что будет идти параллельно рекорд. Надеемся на то, что 111 Дима хорошо пробежит, побьет и, в принципе, замкнет свой проект 140 километров. Желаю, самое главное, всем удачи, ни пуха, ни пера, и я думаю, мы сможем все сделать по максимуму и покажем всю красоту этого проекта. Оставался всего день до старта. Это, наверное, самый волнительный момент, потому что давно не было гонок, давно не было стартов, и ты волнуешься, переживаешь, как будто в первый раз выходишь. И здесь, опять же, ответственность была даже выше, чем на гонке, потому что, я повторюсь, все только для меня, проект только для одного человека, и мне нужно было встретиться с каждым членом команды, обсудить, отдать питание, обсудить переправу. Ребята тоже переживали, что, не дай бог, как-то подвести меня. И очень важно было собрать все обязательное снаряжение. Несмотря на то, что это проект, а не обычная гонка, в рамках этого проекта целых 2 цели, 2 рекорда. И первый рекорд – это рекорд гонки рейс в рамках Adidas Elbrus World Race. Соответственно, чтобы было все по-честному, у меня будет полный комплект обязательного снаряжения. Рюкзак обычно получается очень тяжелый, даже у меня, учитывая, что у меня экипировка вся супер функциональная, очень легкая, рюкзак будет весить примерно порядка 4-5 килограмм. Очень часто я получаю вопросы, как я все помещаю в такой компактный рюкзак. На самом деле лайфхак здесь очень простой. Вот видите, сколько может занимать вот такая куртка. Но если ее делаешь вот так вот, и потом обматываешь, например, пластырем, она занимает уже вот так вот в 5 раз меньше. Соответственно, все, когда сжимаешь, вес оно, конечно же, остается тот же самый, но зато это более компактно выглядит. И вот на все гонки, где очень много обязательного снаряжения, такие как High Trail One OS или UTMB,
Там, конечно, немножко меньше, чем сейчас у меня, но все равно всегда у меня все помещалось. И вот сейчас будем пробовать вот это все поместить в этот рюкзак. Вообще здесь куртка Gore-Tex обязательно должна быть с проклеенными швами. Потом штаны с проклеенными швами. Тоже вот здесь все проклеенное. Потом должны быть длинные брюки или тайцы с гетрами. Я выбираю длинные брюки, тоже у меня очень легенькие. Кстати, они тоже водонепроницаемые. Бандана, солнцезащитное средство, 2 фонарика. Один фонарик я беру вот такой фонарик, очень функциональный, с аккумулятором, и с батареечками более простой фонарь. Пленка, навигатор, часики, которые у меня больше суток с Унта 9 может держать заряд, поэтому очень надеюсь, что они не подведут. Телефон не в обязательном снаряжении, но я беру с собой. Также перчатки, кофта, которая должна не меньше 200 грамм весить. Вот эта кофта весит 201 грамм, потому что на UTMB такие же требования были. Должна быть куртка с покрывающими рукавами, либо кофта. Я решил взять куртку и шапочка. Надеюсь, конечно же, все это мне не понадобится, потому что погода в горах меняется просто моментально. И может град, снег пойти. Высоты серьезные во время проекта будут выше 3500 метров. Но все же я надеюсь, что в футболочке и в шортах я смогу убежать и наслаждаться всем процессом. Палочки, кстати, тоже в обязательном снаряжении. Это вообще очень удивительно. Вот 110 километров это все с собой понесу. Потом, возможно, я эту экипировку уже на последние 30 километров, если получится нормально пробежать в рамках первого рекорда, это все, возможно, я оставлю. Ну и, конечно же, питание, куда без этого. Это самое важное. Планирую я кушать, как всегда, очень обильно. 60-80 грамм углеводов в час минимум. Основная сложность здесь гонка длинная и местами очень жарко. Но будем надеяться, что ручьи в горах чистые и буду пить горную воду. Она всегда очень холодная, вкусная. Главное здесь ангину не заработать, потому что всегда и прям хочется очень много ее выпить. Пунктов питания всего 3. Там у меня будут арбузы, дыни. Но надеюсь, только питание из этого всего понадобится. Всегда ответственно подхожу к любому старту, и неважно, бегу я там 1,5 часа или 15 часов. Питание это 60-80 грамм углеводов в час. По ходу гонки там гели, батончики, изотоник, плюс на пунктах питания это фрукты. То есть все нужно было на пункты питания собрать. И такой день очень был суматошный, волнительный. Ну и, конечно же, нужно было все равно морально отдохнуть, потому что перед гонкой голова должна быть максимально свежая. И вот чего, наверное, не получилось, потому что все эти движения, когда вот с тем встретиться, с тем поговорить, то, другое. Виталик, расскажи, где здесь сложнее всего будет завтра? Не, ну тебе как бы, что рассказывать по ультрадистанции? Не, ну почему-то ее здесь бегут намного больше, чем в Европе, видишь, по времени. Вы-то бежали все равно как бы. Ну, я думаю, ты нам и покажешь, наверное, как бы время, к которому, наверное, будем потом стремиться. Вот. Все взгляды устремлены на финишную арку. И Андрей Храбов! Андрей Храбов первый! Молодец, это сверхчеловек! Второй! Виталий! Виталий Шкет! Разметка, трек не совпадал почему-то. Трек у них прям по трещинам по всем, либо лизник уполз там. Может быть, да. Потому что как уже сезон прошел, ну в смысле зима уже была, где-то может быть и снегом стащило. Вот, поэтому как таковой разметки по леднику, смотри, там вот как тропа по камням, где вот разметка там была, вот синяя такая, синяя. Вот, то есть не по турам. Потом заход остался, да. Да, вот синяя разметка, такие круги на камнях, вот по ним выходишь ты к ручью. Ручей такой, вот, ручей переходишь и выходишь на ледник, там такой кулуар, просто смотри, вот как тебе удобнее. Вот, по леднику выходишь, плата такой ледника. Вот, там как бы, смотри, сначала как бы это левее может взять,
Вот, потому что, ну, чтобы не выйти на трещину. Потому что трещина там, ты ходил, наверное, по леднику? Да, я ходил, там сейчас много очень слева, прям если сразу. А потом вот как раз нормально левее берешь Да. и выходишь Левее туда выходишь, уже вот прям. и там уже, смотри, там внизу такая как бы марена будет. Вот, ее переходишь и выходишь уже на большой ледник, большой зал, ледник. Вот, ты прям по краю уже можешь там сначала там такая типа озеро будет, типа воронки. А вы Вот пробегали воронку прямо сверху рядом, пробегаешь. прям справа пробегали, да? Там просто много трещин вокруг озера сейчас. Вокруг. Не, мы ее, по-моему, слева проходили. слева проходили, да? Да. Ага. То есть по леднику там как бы таких больших трещин нету, изломов. Вот, то есть где-то они, ну, небольшие такие, как бы они не критичные трещины. Вот, ну смотри, то есть Ты там, знаешь, он все равно и бежишь, и стоишь на нем, так подхрустывает, блин, так прямо это. ну, подхрустывает. Неопытному на леднику так, на леднике так. То есть это, у тебя кошки есть небольшие такие? Есть, но я думал не брать, там в принципе ровно же или взять. Ну, смотри, вот если это будет же рано утром, Да, вот, да. он будет не подтаявший. Ага. Вот, то есть как бы он будет жестковатый. Может, где-то тебе придется, ну, в крутой участок, и где-то, может быть, ну, просто мало ли, Ну там, понятно, где-то там же не подъемчик немного, да, сориентируешься, потом да. в конце. Вот. Лучше это Дим взять, мне кажется. Вот. Либо кроссовки не с шипами, да? Без, да. Без шипов. Ну я вот его проходил Ну, возьми, днем, правда. они Было как бы тебе нормально, небольшие, как бы, да. вот. Если что, скинешь там просто. Да, их, и я всё. просто до конца не дошел, я вот до озера дошел и смотрю, там как бы уже перевал видно. Просто вот как этот бы оно подъемчик. ни было, на леднике, в кошках ты будешь увереннее себя чувствовать. Конечно. Накануне, как обычно, конечно, я отнесся как к гонке полностью, то есть кушал много углеводов, старался отдыхать, там, не заниматься другими лишними делами, потому что очень важно именно ментально перед ультрагонкой быть свежим, чтобы голова была свежая. Ну и, конечно же, последние 3 дня, то есть очень важно там, по 800-600 грамм углеводов потреблять, чтобы мышцы были полны гликогена, но в то же время важно, чтобы желудок перед стартом был пустой, то есть последний день сильно не переедать. Шведский стол — это такое очень спорное дело. Сегодня первый раз за 10 лет буду кашу есть. Не то, что перед гонкой, а вообще. Да, это ничего. С утра проснулся в 3 часа и всего час до старта. Небольшой завтрак, это белковый батончик, тост, косли. Сделать плотный завтрак, пищеварение может быть нарушено за счет того, что мы начнем кушать много гелий и в желудке образуется неправильная консистенция, поэтому у меня завтрак всегда очень легкий, а основное, все, что нужно скушать, нужно было кушать 3 дня перед гонкой. Позавтракал, собрался, опять же, нужно было все достаточно там правильные носки одеть, там правильную экипировку, потому что в рамках такого проекта все может мешать, там кроссовки там неправильные, там мозоли могут возникнуть, проект длинный, и такая мелочь может повлиять, и здесь выбор экипировки у меня тоже было достаточно сомнительно, потому что на трассе там ледники предстояли, речки, и со старта я решил бежать в коллекции Terex легкая, это шорты и футболка, то есть футболка в принципе обычная, из легкой ткани, у меня всегда была ветровка на случай, там, если не погода, потому что горы, погода меняется быстро, шорты у Adidas Terex сейчас, например, в этом году в коллекции очень крутые, потому что там есть петельки для палочек, есть кармашки различные, это супер удобно. Ну и, конечно же, обувь самое главное. Я в заброску отдал Terex Tuparley на 38 километр, плюс Кате на 75 километр отдал Terex Speed LD, более легкие кроссовки. А сам решил стартовать в Terex Flow, в которых я отбегал весь прошлый сезон. Очень мягкие кроссовки, в принципе. Никогда у меня особо мозолей даже в них не бывает. Если, конечно же, кроссовки не маленькие или небольшие, я всегда бегаю в кроссовки, беру в размер. И, в общем, собрался, все, 15 минут буквально до старта выходит, вышел на старт, встретились с Женей Марковым. О, Жопа, ты куда Только подготовился, значит, для речи, интервью взять.
вставать не надо, я вас добавлю. Ну да, в принципе. А потом не хватит для рекорда. У меня рюкзак, что набрал там всяких этих, Почему, Катюха, я ультра, я не бегаю? Ага, с рюкзаком? Ага, ну да. Поставил, блядь. Такой. Я говорю, я всегда это радуюсь, когда снабжения много. Я говорю, ну, то ли вперед, или мне тащит. Да, я на века тоже смотрю. Я иду с 20-метровым, он, блядь, 50. Нормально, да? Меня по ходу дистанции должны были сопровождать ребята. Сначала вот Женя Марков до 20-го километра, потом Леша Толстенко. Это одни из лучших трейл-раннеров страны. И очень приятно, что такие ребята меня пейсили. Но основная задача была пейсеров даже не разгонять меня, потому что это ультрагонка. Здесь нельзя превышать темп. И задача пейсеров, она не столь там вести. Здесь ребята просто должны были снимать, и с чем они отлично справились. И вообще Женя снимал с маленькой камерой DJI. А Леше, например, вообще дали там огромный стабилизатор, большую камеру. И нервам Леши просто можно позавидовать. Он бежал с этой камерой, она ему постоянно мешала. Но он тоже отлично справился со своей работой. Спасибо огромное ребятам. И вот старт, волнительный момент. Удачи. И мы стартанули. Интенсивность была такая достаточно, я скажу, нормальная для ультрагонок. Я понимал, что я не превышаю, потому что я всегда на ультрагонках работаю по пульсу. Даже несмотря на то, что у меня огромный опыт, самочувствие бывает обманчивым. И на ультрагонках нужно себя сдерживать. И здесь я поставил задачу работать начало на пульсе 140-150. Для меня это достаточно высокая интенсивность. При моем пано, например, 158. Кругозору, подбегая, посмотрел на часы, мы бежали около 30 минут. Это, в принципе, довольно-таки неплохо. То есть даже вот если рассматривать, ну, все мои вот эти забеги в сторону Эльбруса, все рассматривается ближе к рекорду. Вот. И такой темп довольно-таки, можно сказать, приближенный к восхождению. То есть если, допустим, бежать снизу до верха, то примерно темп такое же начало. Ну, чуть-чуть у нас должно быть побыстрее. Вот. А так в целом, то есть начали довольно-таки, я считаю, быстро для такого проекта длинного, 140 километров. Мы бежали с Женей, общались. Первые метры еще было достаточно темно. Я решил не доставать даже фонарик. В принципе, были сумерки, но мы бежали по широкой горнолыжной дороге, где, в принципе, не было никаких препятствий. Я понимал, что через 10-15 минут будет прекрасный рассвет. И так и случилось, мы подбегали к Кругозору, и эти горы, это невероятно красиво, начинало светать, и я за это люблю ультрагонки, потому что вот эти эмоции, которые ты испытываешь, видя все эти пейзажи, это невероятно красиво. Мы бежали, обсуждали, какой Эльбрус с утра красивый на фоне этих черных вулканических троп, конечно, безумно классно. Офигенно.
начинался участочек, где примерно там на 2-3 километре я уже достал палочки, работал активно с палкой. К красивому Эльбрусскому озеру, в озере отражался Эльбрус, эмоции просто переполняли, честно скажу, потому что многие говорят там, когда вы там успеваете на таких скоростях там рассматривать какие-то пейзажи, но мы всегда с Катей говорим, что основное, зачем мы бегаем, и ультрагонки, они дарят эти эмоции, это такая особая медитация, ты бежишь, рассматриваешь эти пейзажи, и если ты, наверное, любишь по-настоящему горы, ты всегда сможешь видеть эти пейзажи и все рассмотреть, потому что это прекрасно. После Эльбрусского озера предстоял, наверное, самый сложный участок, это ледник. До гонки мы были на леднике, и я сразу понял, думаю, как же здесь бежать. Во-первых, вообще, в принципе, в рамках всего проекта у меня разметки так таковой не было, потому что осталось что-то с прошлого года, но именно с соревнований, там синие точечки на камешках расчерчивали. Но, например, на леднике там флажки расставляли, там негде расчерчивать, и нужно было просто бежать по треку. А ледник же постоянно плывет, и, например, если брать трек организаторов, мы пошли гулять, когда только приехали вот на Эльбрус, и смотрим, там такие трещины, думаю, как здесь вообще их пересекать. Это было невероятно страшно, жутко, и Катя, например, за меня как раз переживала именно за этот участок, как я его пройду. На самом деле для меня самый сложный такой психологический был участок – это ледник. А психологически, потому что там не было разметки, и мы были до этого, и видя все эти трещины, ох, это, конечно, жутко, безумно красиво, ты бежишь по леднику, виден Эльбрус, но я больше всего переживала за счет того, чтобы ребята, Дима так как бежал с Женей Марковым, чтобы они не сбились с пути. Первые ручьи, ледник, талая вода, очень вкусная, потому что в рамках проекта я планировал очень часто пить, несмотря на то, что утром было достаточно прохладно, там литр в час обязательно выпивать, и вот эта водичка в конце ледника, там первый ручей, я просто там напиться не мог, и настолько она вкусной казалась. Нет, это кристально чистая вода.
стоит ли делать такие вещи вообще? Ну, я думаю, стоит. Я думаю, что это стоит даже не делать не ради результата, вот, а чтобы, не знаю, у людей чакры открылись. Вот, потому что когда мы живем, особенно в больших городах и так далее, и, наверное, просто забываем о каких-то по-настоящему важных вещах. Вот, и мне кажется, что вообще вся эта история, она не про бег, она именно про комьюнити наше небольшое, про дружбу, про любовь к природе, вот, и про настоящую жизнь, про настоящие цели. Вот так я думаю. Вот, поэтому в первую очередь, наверное, да бог с ним, с этими рекордами, вот, а главное, чтобы все мы вот из этой истории получили настоящее приключение. Вот так. Я считаю, что жизнь должна быть приключением, и это крутейшее приключение, в котором мы будем участвовать. Стояла очень длинная и безумно красивая дорога, где мы должны были сделать пункт питания для Димы. Я ехала вместе с Родионом, с Антоном и с Настей. Было нам очень весело, была безумно красивая дорога, живописная, и она была горная. Более 300 километров нам нужно было успеть добраться до пункта питания, где мы должны его были сделать. Мы, конечно, сделали шикарный стол, но за всей этой красотой и за всем прекрасным разговором я не заметила, что у нас осталось всего лишь чуть-чуть, там на 5 километров бензина. Может, через какую? Майку? Ага. Ну, я имею в виду, здесь хотя бы сделать чуть. Или... Ага. Здесь. Это было, конечно, просто нереально. Мне на самом деле было волнительно и то, что я жду Диму, мы должны сделать контрольный пункт, пункт питания, где Дима должен был прибежать, и мы его полностью должны были накормить. Все, что нужно было поменять, там кроссовки, не кроссовки, то есть достаточно такой волнительный момент. Ну и, конечно же, основная задача у нас должна была, чтобы мы еще успели вернуться на промежуточный финиш. Только эту давай, что, откроем, если оно пойдет, то пойдет. Блин. Только тебе майку надо будет. Ой, прости. Ниже надо опускать, наверное. Это было очень интересно. И слава богу, в горах очень хорошие, добрые люди, которые... В итоге мы нашли бензин. У мужчины была канистра бензина, и он нас просто спас. Вот по плану было подняться на перевал Хутютау и там оставить Диму, потому что ниже находится погранзона. Естественно, у меня нет пропуска. Кстати, чему я очень расстроился, если бы у меня был пропуск, то есть я был готов, ну и было желание, да, пробежать с Димой километров 40, а то и 50. Не знаю, как бы повел, конечно, организм, но думаю, что я бы выдержал этот темп ультры, вот, а потом бы спокойно бы уехал с Катей. То есть такой план тоже был, но помешало именно отсутствие пропуска. С перевала Хутютау такой очень техничный спуск начался, прям такой адреналин у нас. Мы бежали, мне даже показалось в темпе Sky Race, то есть так довольно-таки бодро, не обращая внимания на все эти опасные участки, камни, там сыпуха, уклон. То есть так что-то немножко друг друга подзадорили, разогнались.
Предстоял достаточно тяжелый спуск, техничный, наверное, один из самых техничных на всей трассе. Я его забежал, в принципе, достаточно весело. Бежал, здесь начал спускаться, уже такие луга, коровки пасутся, и смотрю, стоит человек. А мы с вечера еще специально предупредили местных пограничников в Кабардино-Балкарии, чтобы они предупредили пограничников Карачаево-Черкесии, что побежит человек на рекорд, чтобы сильно не задерживали, потому что все пропуска есть, все сфотографировали, отправили. Но здесь какой-то закон подлости, пограничники наоборот меня решили задержать. И вот когда бегут гонку 112 километров, на одной погранзаставе останавливают, и там примерно 5 минут примерно задерживают пограничники, проверяют документы. Но вот где меня остановили вот сейчас первый раз, там никогда не останавливают. Задержали на погранзаставе, проверяют документы. В принципе, сюда пока дошли минут 5, обратно минут 5. Сейчас пока будут проверять. Это погранзастава, на которой никогда участников не проверяли. Видимо, потому что мы вчера предупредили пограничников, что я бегу. Они устроили здесь такую проверочку. В общем, времени теряется много. 15 километр, захотелось немного послушать музыку. Достал наушники, прибежал первый мостик. Там уже первые друзья мои, коровки. Побегаю к погранзаставе. Вот такая огромная застава здесь. Зайцы разбегаются по сторонам. Пока вроде бы все нормально идет по плану. 31 километр. Сейчас опять, наверное, проверят у меня документы. Если задержат, побегу дальше. Подбегал к 40-му километру, где предстоял мне первый пункт питания. Всего в рамках трассы у меня должно было быть 3 пункта питания на петле 112 километров, а дальше уже как пойдет, потому что 3 пункта именно на гонке на Эльбрус World Race на 112 километрах. Они так и есть, и мы в этих же местах решили их организовать. На 40-м километре как раз меня должен был ждать Леша, и дальше мы должны были бежать вместе. Я подбежал, ребята меня еще не ждали, говорят, ты что, так рано, мы еще не собрались, потому что расчетное время, я им сказал, 4:10 примерно, потому что предыдущий рекордсмен, когда Андрей Храмов устанавливал рекорд 112 километров, он бежал там примерно 4:15, кажется, но я думал, что примерно такое же время я туда прибегу. Прибежала немножко раньше. Ну что, Дим, как дела? Да, подстава на погранзаставе, вчера все данные послали, все им. На первой повел он меня 500 метров на погранзаставу, потом возвращались, пока все ворота открыл, минут 14. На второй-то быстро, 7 минут, где на соревнованиях проверяю. А там, конечно, вообще, блин. Ну, тем не менее, мы тебя не ждали так быстро. Ты раньше назначенного времени даже прибежал. Как в целом, как самочувствие? Да пойдет. Как погода, нормально? Не жарко еще? Ладно уже. Не, ну молодец. Так, видно, что ты прям бодро бежишь. Коровы там как тебя не смутили, а то их тут мы с ними общий язык находим. Тысячи ходят. Угу. Они хорошие, мохнатки. Все, спасибо, Сань. Давай, тебе хорошо добраться. Намазан от солнца. Я ни разу в жизни не могу. Никогда не могу. Смуглый парень. А? Смуглый парень! Я просто помираю. Учитывая, что Дима уже пробежал 40
5 доскок Дим пробежал. Темп у него совсем не для разговоров мне. Покажи, вы где ночевали? Вы же не ночевали? 3 часа назад без головы вышел. Да ну, говорит, да. Он на меня смотрит, а на голову бежите. Я говорю, ты что? А где ночевать будет? Где? Как на дурака смотрит. Ага. Поддержка. Доброе утро! Почему война наоборот? На тут сегодня Они просто... думали, ты с автоматом бежишь. Да не, сегодня вертолет, самолет утром. А, эти, да? но беспилотники. Что, серьезно? Да. Мы не вовремя бежим, что ли? الرحمن الرحيم والعاديات ضبطا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بشر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر الله مغفور وكفر المسلمين А мы вчера тут блуданули немного. А? Блуданули тут. Моста-то нет через реку, ведь. Всем доброе утро. Сегодня 31 июля 2020 года. Сегодня ожидается большой и очень значимый день. Дмитрий Митяев, сильнейший трейлранер России, сегодня попытается установить сразу 2 рекорда. Один из них — это рекорд легендарного маршрута туристического кругосветки вокруг Эльбруса. Это дистанция длиной 140 километров с набором высоты больше 6000 метров. Он уже стартовал 4 часа утра, сейчас 4:43. Я тоже стартовал от своей палатки, которую разбил рядом с аулом Хурзук, и иду на перевал Балкбаши на высоту почти 3700 метров, чтобы засвидетельствовать этот момент, момент примерно середины, ну почти середины маршрута, посмотреть, как Дима будет заходить на этот перевал, поснимать этот момент, ну и, конечно же, отметить тот факт, что будет, я надеюсь, что будет установлен рекорд, побить который, если он будет установлен, будет настолько сложно, что на это будут способны лишь единицы людей во всем мире. Скоро 5 часов, потому что всегда это такой переломный момент. Если немножко сейчас форсировать, можно очень сильно уплыть потом на самом важном перевале.
хоть и пейзажи красивые, но я люблю техничные красивые тропки, по которым ты бежишь, постоянно что-то меняется. А вот эти широкие дороги, но не очень как-то мне нравятся. Но несмотря на это, бежали по этой дороге, тоже там ручейки, там пили воду, коровки, постоянно с Лешей разговаривали. Конечно, было бежать вместе веселее. Дима, как настроение? Да нормально, жарко, протекает. Да, соглашусь, очень жарко. Так все вроде нормально, по плану. Работаем. Камень попал в кроссовок, не сильно мешает. Ну так неприятно, что-то снимать их лень. Больно. Ну попробуем добежать. Дождайте хотя бы. А можно поменять. Ну, главное, чтобы без ущерба ногам. Да, сегодня будет очень жарко. Да, притекает. 26 градусов было по прогнозу. Ну нам поскорее надо подняться, надо проклять. Судя по тебе, прям литрами вода из тебя выходит. Только ручьи спасают. Сейчас вроде ручьи почище стали, так поприятней. Как питаешься, Дим? Да вроде все по графику, каждые 20 минут гель. Все нормально. Пьешь примерно литр? Литр, да, точно в час выпиваю. Даже больше, наверное, питает. Что, пьешь воду? Воду, когда изотоник, пункт питания различик. Ну да, можно и наверх все взять пару банок. Взбодриться перед спуском. Одна большая сложность, большой палец на ноге. Здесь похлеще. Сбил? Отбил сильно.
так, как целая жизнь не бывает ровной. Бывают взлеты и падения, волны просто. Энергия такая. Но пока энергия ровненькая. Чувствую где-то вот там на перевальчике. Сейчас рубанет. Не бойтесь, друзья. Вода вкусная? А? Магнат? Что там? Смотри, красота какая! Просто энергетика, облака, Эльбрус близкий. Ради такого стоит бегать в горы. Это самое главное, зачем мы сюда бежим. Неважно, бежишь ты 18 часов или идешь 7 дней. Самое главное — это природа, это красота. Это просто невероятно красиво. Эти эмоции, они просто самые крутые в жизни. Друзья, бегайте, ходите в горы. Это потрясающе красиво. Я для себя понял давно, мне ближе трейл, чем поход с рюкзаком. Ну представь, на Мань-Пупынёр 14 дней идти, а бежать 30 часов туда-обратно. Самое еще сложное спускаться с рюкзаками. Да ты чё? Да вон, посмотришь, как на Эльбрус ребята поднимаются, аж плакать хочется. Что, Дим, 105-й гель? Ой, да. Ну да, в таких местах только так. Да, до ближайших населенных пунктов десятки километров. Картинка, конечно, топ. Да, он вообще на Эльбрус не похож. Как на него заходить отсюда вообще? Хотя маршруты со всех сторон есть. Да. Перед гонкой очень сильно волновался на самом деле, хоть этого и не показывал. Ну, Дима меня всячески успокаивал, что да, если отстанешь на
5-м километре ничего страшного, вернешься обратно. Так, немножечко промахнулись мы с водой. Вода там была не очень качество. Решили выше набрать, а выше воды нет. Вот сейчас бутылки у нас пустые. И придется потратить лишние 5 минут, чтобы к речке спуститься. Там, наверное, не будет ручья, да? Лучше потерять сейчас 5 минут, чем потом мы начнем терять по полчаса от обезвоживания. Ничего страшного, запас есть. Дима говорит, все хорошо будет. Вот она, чистая вода. Вот смотри, орел какой. Вон орел. Надеюсь, не по нашу душу. Тяжелая тропа, такой хороший подъем на самый высокий перевал. Я думал, как же интересно, хватит ли меня акклиматизации, почувствую ли я здесь высоту. Но шли хорошо, и в принципе я вообще высоту там не почувствовал. Я посмотрел на часы и понял, что в принципе в рамках рекорда на 112, несмотря на то, что меня задержали пограничники, этот участок вот от Хурзука до перевала я прошел очень хорошо, и я уже опережаю рекорд там на час, наверное. Я думаю, ого, но надеюсь, я не ошибаюсь, но все равно там расслабляться еще рано.
спускаюсь с перевала Балк-Баши с высоты 3700 метров. Только что проводил Диму Митяева. Он с невероятной точностью рассчитал свою скорость и прохождение этого пункта. Он мне сказал, когда я его спросил, во сколько его ждать, крайний, самый быстрый вариант — это 11:20 примерно. Он пробежал за 11:25, там 23 примерно. У меня не было возможности посмотреть на часы, я был занят съемками с дрона, но потом посмотрел, прикинул, сколько времени снимал. В общем, 11:25, то есть 7 часов 25 минут ему понадобилось, чтобы добраться от старта, от поляны Азау до перевала Балк-Баши. Это уже второй перевал у него был и самый высокий на этой части дистанции. Он совершенно точно, если ничего не произойдет критичного, установит рекорд. Как он бежал спуск, это надо было видеть. Мне кажется, он просто летел, у него ноги колесом. То есть он реально бежал вот на все деньги этот спуск, хотя у него еще ровно половина дистанции к этому моменту была впереди. Здесь мы подбежали к речке, и я увидел эту реку и думаю, обалдеть. Я представлял ее совсем другой. Я думал, там просто речушка, веревка там как бы так для страховки, потому что я даже до этого ребятам говорил, а там вот ребята, Артем Чернов и еще его команда ребят, которая с ним была, они заранее туда приехали, чтобы организовать ту переправу. Я даже говорил там, да ладно, там в принципе, наверное, и не обязательно эта переправа. Ну, думаю, зачем-то же делают. В горах так устроено, что утром река может быть очень мелкой, а к вечеру она может настолько подняться. И если бы, например, я стартовал там не в 4 утра, а позже, или задержался бы где-то по ходу маршрута и прибежал бы туда к вечеру, то вообще было бы ее не преодолеть. И здесь я подбежал, Артем с ребятами страховали, держали веревку, и я начал переходить, и раз, и сразу подскользнулся. И первая мысль у меня: iPhone в кармане. Потом думаю, как бы выбраться отсюда. Встал и выбрался, но даже после того, как я вышел с речки, наверное, какой-то час был, то это адреналин, и немножко, во-первых, и замерз, и такие эмоции, думаю, блин, а там правда могло быть унести, и все, и проект бы закончился. Прошли примерно северный лагерь, да, чуть заблудились, конечно. Слияние этих двух рек не могли перейти. Под водой или над водой? Ага.
Эта штука села полностью, я ее оставлю. Тебе что, помочь? Напротив. Да-да-да, все. Наверное, буду перебываться. Окей, давай. Меня смыло. Где смыло? На броде? Ага. 8:40 мы были в северном лагере, где у них отсечка. Чуть заблудились там. Ага. Все, получится, да? Да. Нормально? А бодрячком, да. Дима сильно не ломит. Ага. Да нет, говорит, я говорит, на спуске еле-еле побегу. Блин, аккумулятор еще в этой сел штуке. Ну мы 2 часа им везем. 2 часа? Отлично. Пока. Может, чуть приляжете? А? Да нет. 9 часов бежал. Че ложиться-то? Еще надо часов 5-6. Дима упал еще, вон, видишь, А? Не, это не наши методы. Там таких он много, он там, в 5 километрах. Нам быстро, чтобы в кровати спать лечь. Вы сейчас по этому хребту, наверное, да? Сейчас вниз, чуть-чуть по дороге и наверх не Баксан туда. Обычно вот так поднимается и вот так все. Ну, наверное, сейчас поймем по треку. Кроссовка мне. Что за ребята? Минерал. Минерал? Да. Так, что, бодрячком? Ну, как в рабочем состоянии, нормалек. Нормально. Ну, что, меня на погранзаставе на одной. На 14 минут, на которой не должны вообще не останавливать. Он меня повел влево туда, потом на второй погранзаставе 7 минут. Ну, считай, 21 минут. 21 минут. А мы сюда тоже с приключением. Что у вас? Без бензина приехали. Без бензина? Вообще. Как А мы искали. А? Искали, ходили, подсасывали. Вот что, все. А тут вы решил службу залили. Все. В эти бутылочки. Вот да, минерал, пожалуйста. Все, давай. А у нас есть еще одна бутылка минералки? Не вижу у нас. Ну, камеру вроде нормально, да, держал? А? Да, я Я по камере. Наливайте, Давид, ну что есть? Так. Да, я обворачивался, когда меня Леха догонит. Звезданулся. Бывает. Когда я выбегаю на перевал, где Саша с Увакин стоит, а Дима Он уже понимает, внизу. стабилизации нету. Я Ну, до этого- колбасит? Да. Ладно. Что, до этого Да запускали вообще вообще ужас, идеально. не говори. Туда наверх? Да, вот когда ты туда побежал, А. и мы запустили дрон. Вообще идеально. Видно, да, нормально? Да, да. Так, ну что, поехали. Здесь я начал очень сильно подстраховываться, думаю, подольше поем, посижу, потом помедленнее побегу. И вот это подольше поем сильно растянулось, и, наверное, лишнего я там съел. Мы побежали, и я как тот волк из мультика такой себя чувствовал, достаточно переевшим. Хотя всегда я говорю, что на пунктах питания мы должны скушать совсем чуть-чуть там, потому что просто вот можно сильно нарушить пищеварение, и потом просто гели не будут усваиваться, а еще проект-то длинный, и нужно же кушать после этого, потому что все, что мы это съели, оно как бы не даст той быстрой энергии. Конечно, убежал с северного лагеря, с нашего контрольного пункта, и его самочувствие было видно по его лицу, было отлично. И я была на все 100% уверена, что он побьет рекорд. Конечно же, мне всегда на любой дистанции, где меня ждет Катя, увидеть ее, это получить какие-то рекомендации, это очень ценно для меня и вообще эмоционально. Просто я всегда разбиваю дистанцию, когда Катя меня ждет, там до Кати кусок, там финиш промежуточный, там после. Дим, живот прошел. Чуток осталось, пара горок.
это, ребят, ультра. Здесь то накрывает, то отпускает. Понимали, что по времени бежим очень хорошо, а Диме еще здесь предстоял кусок 30 километров по асфальту, поэтому форсировать смысла не было. Хотя я, вот лично мое мнение, уверен, что если бы это было в рамках соревнований, то рекорд бы упал бы еще на час ниже. То есть там за 12 с копейками смело бы эта трасса была преодолена. Сейчас вниз, но там совсем чуть-чуть. Потом основной подъем. А? Дим, подожди. А, ну все, да, все правильно. Да, больше даже. 3400 он. А мы сейчас где-то сбросим на 2800. Ну, вот что-то тоже закрутило меня. Ну, Дим, я тебя вообще понимаю, поверь мне, я на ютубе из этой херни сошел. На часы, и уже на 1,5 часа я улучшал рекорд. И, конечно же, это немножко, ну не скажу так, демотивирует, это расслабляет, потому что когда ты бежишь гонку, например, у тебя соперники, и ты не знаешь, там, сколько они от тебя, как, что догонят. А здесь ты, в принципе, борешься только с рекордом, и я понимал, что 112 я добегу, и 1,5 часа, да, скорее всего, рекорд я установлю, но мне же потом еще 30 бежать с набором 1000 метров. Всегда там говорю, что ультра — это маленькая жизнь, здесь всегда есть какие-то взлеты, падения, не бывает никогда ровная ультра. Когда ты выбежал, с самого начала тебе одинаково и прибежал одинаково. Ну, может быть, не знаю, там всю гонку плохо, а чтобы всю гонку хорошо было, такое редко бывает. И здесь я знал, что не нужно отчаиваться, нужно самое главное двигаться, там, продолжать питаться, продолжать пить, и все нормализуется.
И, в принципе, так и случилось, все стало более-менее нормализовываться, ну, спустя, наверное, только километров 30 после этого участка, а километров 30 вообще выпали, и я считаю, что я прошел достаточно медленно. Но все равно, даже несмотря на эту, как бы мне казалось, медленную скорость, мы там шли с Лешей, рассуждали уже, там, не знаю, там, воду дольше пить, останавливались. Это, конечно же, непросто, но по сравнению с ребятами, которые, например, в предыдущие годы бежали, а раньше вообще эту дистанцию бегали там больше 20 часов, потом вот Андрей Храмов и Виталий Шкель пробежали ее вот за чуть быстрее 16 часов. И здесь я понимал, что даже я быстрее ихнего графика все равно двигаюсь. И когда мы прибежали на 100-й километр, тоже там было много таких участков, достаточно техничных, еще до 100-го километра, каменные россыпи, но все равно, в принципе, в целом было много дорог, и ничего супер техничного не было. И здесь мы прибежали, там был очередной пункт питания, и там Леша должен был остановиться, он пробежал со мной вот уже 40 с лишним километров. Кстати, в достаточно хорошей форме, я оценил, в какой Леша находится, потому что он все эти 40 с лишним километров пробежал и чувствовал себя просто великолепно, бегал еще там коровок, подснимал там ручей. Для себя, что я отметил, я не часто с Димой бегаю так долго вместе. Там иногда бывают у нас, конечно, тренировки, но тренировка это не то. Тут все равно темп был чуть-чуть повыше. И мне было интересно смотреть, как Дима работает на ультра. Тем более для него это уже была вторая половина дистанции. То есть как он питается, что он пьет, каким темпом идет, когда палки достает, когда убирает. Ну, такой для меня важный момент. Я очень рад, что удалось вместе пробежать 60 километров. Для себя я сделал какие-то определенные выводы. Концовочка будет непростая. Все, до встречи. Был нудный достаточно спуск, 12 километров по дороге просто. В принципе, бежало там не быстро, но местами где-то и по 4 минуты получалось, а местами где-то и по 5 минут, несмотря на то, что, в принципе, в конце был полностью спуск. Но когда я уже подбегал к промежуточному, так скажем, финишу и смотрел на часы и понимал, что я сейчас улучшаю рекорд на 2,5 часа, даже на чуть больше. Что-то это как-то невероятное, потому что в рамках гонки можно бежать еще намного быстрее, и ребята бежали сильные, и мне как раз всегда было интересно, почему эту гонку, например, мы в Европе такие же гонки бегаем по 12 часов, а почему здесь ее бегут там 16. Дима, ну это рекорд! Это рекорд, Дима! Красавчик! Предыдущий рекорд был 15 часов 53 минуты, 13 часов 19 минут. Доволен, да, это не просто, но я доволен. Если честно, уже был вымотанный, уставший, тем более в этом году не было длинных гонок каких-то, и я понимал, что еще целых 30 километров, думаю, самое главное сейчас, все, я уже в рамках 112 километров, все условия, которые я перед собой, можно так сказать, поставил, выполнил. Убрать можно все обязательное снаряжение, потому что дальше уже только мой личный проект. И здесь я убрал все обязательное снаряжение и понимал, что здесь меня уже будут почаще кормить на протяжении этих 30 километров по асфальтовой дороге. Я не видел Катю, я думаю, скорее всего, им достаточно сложно будет успеть с северного лагеря, потому что я прибежал быстрее, чем они приедут. Потому что туда ехать было порядка 300 с лишним километров, и эта дорога по таким серпантинам тяжелым. На промежуточный финиш, конечно же, я не успела, но мне ребята уже сказали, что Дима побил рекорд. Я безумно этому счастлива, и я знала, что он сможет, но ребята сказали, что Дима себя не очень хорошо чувствует, и я этим самым прям безумно хотела как можно скорее увидеть его и сказать те нужные слова, и дать ту последнюю мотивацию, что осталось совсем чуть-чуть, и что он сможет это преодолеть, и да, конечно, это волнительный момент.
И я когда его увидела, и мне было все понятно. Конечно же, самочувствие было не совсем в норме. У нас была задача кормить Диму каждые 3 километра. Я все время давала минеральную воду, гели. Постоянная должна была быть подпитка, потому что как раз концовочка такая, уже ты бежишь на психологии, где нужно всегда сказать нужное слово и подбодрить. Начал чувствовать опять какую-то яму, какой-то провал, достаточно тяжело было, и немножко даже как-то сознание такое мутное. Ну, у меня была белая линия на асфальте, я старался ее просто придерживаться, а здесь активное очень движение в Прильбрусе. Что тебе? Мне плохо. Я вижу, тебе херово. Что надо? Дима, давай. По питанию что надо? Ну, через километра 2, может, там воды где-нибудь. Все. И здесь спустя, наверное, 10 километров по асфальту как раз приехала Катя с ребятами, и они меня подбадривали, поддерживали, там, Родион, Антон, здесь также Леша с Сашей еще на другой машине ехали, тоже поддерживали, давали там воду, где нужно. И здесь Катя сказала мне правильные слова, просто, что нужно потерпеть, что уже столько километров за плечами. И да, это тяжело, но в любом случае, там, я уже практически это сделал, просто нужно настроиться и добежать. Уже не очень и кушать хочется, но энергия нужна обязательно. Если мы хотим двигаться, хотим передвигаться быстро, мы должны кушать, потому что там пробежать можно вообще без питания, но это будет не тот результат. А когда уже конец гонки, когда организм на истощении полном, и здесь я уже там гели местами поменял на фруктовые пюре, и пил минеральную воду и фруктовые пюре примерно каждые 4-5 километров. Катя меня кормила. И уже когда я понимал, что я приближаюсь там к Тирсколу, я понял, что уже все, смогу это сделать. И остаются последние 3 километра до финиша. Конечно же, все, мы все 100% уверены были, что Дима все добежит. Я уже тогда помчала, чтобы поставить машину на стоянку и встретить своего любимого на финише с шампанским, как все полагается. И когда я увидела, что вот бежит, у Димы там, я не знаю, прям крылья появились, потому что видна была эта энергия, что может добавить. Вот пересечение финишный, взрыв шампанского, объятия, поцелуи, поздравления. Но это самый, наверное, такой классный день был для меня. И волнительный, и адреналин, и все-все мы все испытали. Вся наша команда была просто на высшей точке, скажем так, своего восхищения от самого этого процесса. И прибежав на финиш, я поблагодарил всех, потому что это реально наша победа, это рекорд всей нашей команды. И как бы вот, ну, эмоции мои, эмоции ребят, я видел, что тоже им очень приятно, что они смогли тоже это сделать, не подвести меня, потому что для каждого это эмоционально было сложно, все переживали. Но учитывая, что в этом году нет гонок, нет больших мероприятий, такие проекты, они дарят своеобразные эмоции, и я надеюсь, что многие люди захотят повторить, потому что неважно, установил ты рекорд, самое главное, должен быть рекорд для себя. Если ты просто поставил себе цель просто пройти вокруг Эльбруса, и у тебя это займет 10 дней, это такой же твой рекорд. Он ничем не меньше ценность моего рекорда. Я пробежал за 16 часов, кто-то пройдет за 10 дней, но это круто, это дарит эмоции, это дарит новые вдохновения. И я думаю, что многие люди, которые это сделают, не менее получат эмоции от этой природы, потому что самая главная ценность этого вида спорта – это как раз просто получать эмоции и наслаждаться всем этим. Если у меня какая-то цель, самое главное для меня не то, что выиграть какую-то гонку или установить там много каких-то рекордов. Самое главное – получать от самого вот этого процесса эти эмоции. Спорт, он делает жизнь интересной, и для меня это очень важно. Мне вот сейчас 28 лет, и я хочу через 20 лет также бегать, и пусть не быть там сильнейшим в мире, но самое главное, жить интересно, и каждое утро просыпаться с новыми какими-то целями, идеями, и тогда жизнь будет прекрасна.